после класса, который я провел в минувшее воскресенье, где писал эту работу, мы пообщались с приехавшими коллегами. Я очень благодарен всем, кто приехал. Одна девушка приехала из Самары, другая из Курска специально на класс и на выставку. Может быть, кто-то еще приехал издалека, я не спрашивал, скажите, напишите. Но это не важно, издалека или не издалека. За знаниями можно было идти даже в Китай, раньше говорили в древности, даже в Китай. В нашем санатории собирается дружная команда, которая любит живопись. Я очень этому рад. Значит, был вопрос по тому, что вот эти два пятна сильно отвлекают, потому что центр композиции цветы, и вообще как так? Я видел работу, меня очень сильно поразило. Писал ее Бато в Ялте. На переднем плане общаются люди, красивые. А на заднем плане вот этот апельсин, вот этот корабль. Что он делает? Он этот передний план, на который очень выразительно, он его списывает, вообще там не разобрать, просто угадывается, что люди, а задний план вытаскивает. Казалось бы, да? То есть в руках у нас есть возможность выбирать центр композиции. И не обязательно, что он прям вот один вот такой одинешенек и все. Мы можем сознательно изменять все, да? Хорошо, есть зал, у меня гастрономический там всегда. Есть зал большой, стол, красивые блюда, но гости любят на кухне. Вот на кухне, вот как-то камерно. Мы изменяем, мы приглашаем их вниманием туда, вот сюда больше, чем туда. Но поскольку это все-таки, это тоже главное, но между ними нет спора, потому что цвет-то разный. Это такой вызов. Вот эти два пятна – это вызов к тому, чтобы быть оригинальным, неожиданным, сбить точку сборки, сбить привычное внимание, которым мы очень хорошо знаем, что надо. Вот это надо писать, а все остальное подчинять. Сегодня это был вот такой вот эксперимент на тему нарушения всего, что можно. Нелогично, да. Вот в этом и смысл. Нарушить логику. Кстати, можно я скажу? И я когда там писал, что сегодня будет такой эксперимент неожиданный, он для меня тоже неожиданный. Я очень люблю играть в то, что ломает любые стереотипы. Сегодня была игра. Это не значит, что объемы всегда там игнорирую. Вы же видите по работам, что они где-то есть, где-то нет, да? Но вот я решил сегодня так поиграть вместе с вами. Извините, если это можно доделывать, а можно не доделывать. Ну, мы сейчас говорим о реалистичной картине? Или Нет, нет. В том-то и дело. Да, в том-то и дело. Это ощущение, да. Это ощущение в полной мере. А, вот здесь. Ну, я согласен, да, можно было бы чисто уже по дизайну. Да, можно стереть и поработать дальше, да. Можно, да. Нет проблем. Главное, моя была задача донести, что мы, творцы нашего счастья. Мы можем как угодно. Мы все знаем теорию и знаем, как надо. А вот как не надо, мы не знаем. Мы боимся часто. У меня еще один вопрос. Когда надо останавливаться? А вот когда? Вот я решил сейчас. Вы подсказали, можно стереть и здесь изменить тональность, да, чтобы не было. Но это декоративно. Декоративно все работает. Когда ты чувствуешь, что все сказано, и пятна не наползают друг на друга, когда они во взаимосвязи, останавливайтесь в любой момент. Скажите, пожалуйста, море теплое, а волны холодные. О, это абсолютно да. Почему стол по композиции плоский? Ну да, а у Рублева, помните, там вообще в Троице. Там такое творится.
А чего? А почему нет? Так, волны. Я это видел. Море от шторма грязное, а волны, вот, ну, опять ощущение, наоборот все, да. Ну, я призываю играть в то, что в чувство, да. Когда вы знаете все законы, идти дальше. Мне кажется, это единственный путь, когда, ну, я уже много раз говорил, там, еще мальчиком я пришел в Пушкинский, я не мог оторваться от работы Клода Мане, у которой большая работа, и человек уходит из холста. Я все время говорю, вот как завороженный смотришь, но нарушение всего, а он уходит. Ну, ведь это рождает эмоции. Стол плоский. Да, плоский. Ну, достаточно. Перестаньте мучиться. Берите ультрамарин и разные желтые, охра. Черный, ультрамарин, охра и желтые краски. Все. И делайте из этого. Розы и горы? Да, вот было у вас. А прищурься, ты же увидишь, что розы темнее, чем горы. Я на «ты» со всеми. Нормально подружишься? То есть все время надо прищуриться, Конечно. чтобы тон различить? Да, естественно. Это сложно. А что сложно? Прищурься и все. Ну, посмотри. Темнее же, чем задний план. Темнее, вот и все. А были одинаково, да? А были так близко. То есть они недостаточно работали, ну, не было силуэтности большой. И все планы должны по тону отличаться? Лучше, да. Ну как должны? Вот Нет горе, такого гора, должны. белая роза. Это постоянный эксперимент. И так. Пробуйте. Пробуйте, просто пробуйте. На маленьких. Заготовка, да. Я хотел красные розы купить. И так немножечко вот красный у меня здесь был. А остальное я оставшейся краской любой. Много цвета. Имприматуру делаете, это очень классно. Ну вот же замазала, все. А здесь нет. Вот на такую поверхность вспененный полистирол наклеиваете скотчем небольшие форматики холста и работать. Ну, вот такие работы получаются. Да, вот они так и сделаны. Бортики не дают возможность, ну понятно, да, все холсты друг от друга отделены. Зазор есть. Потом с ними что можно делать? Их наклеивать на картон, либо на что, как он называется, пенокартон, ДВП, что угодно, резиновым клеем. Очень удобно. Я его даже, обычно я подгрунтовываю холсты этим самым, водоэмульсионка, это так, прям как есть. Но мне не очень комфортно на таком холсте писать, лучше на водоэмульсионном. А это можно просто немножко домарного лака капнуть, и уже будет подхватываться, когда пишешь. Ну, если долго пишешь, она подхватывается. Либо счищать часто. Здесь Многие не любят писать натюрморты. Но это до поры до времени. Пока ты не почувствуешь красоту цвета. Пока он не войдет в тебя, пока ты не взорвешься от того, что ты видишь эти отношения тона и цвета, прежде чем ты начинаешь писать. Ты видишь, что из того или другого мотива может получиться. Ты долго занимаешься постановкой с тем, чтобы, наконец, вот с этой точки зазвучала музыка живописи. 27-й урок – этот натюрморт с коньяком именно о таком волшебном звучании цвета. Ничего особенного. Графин, рюмка, кусочек бирюзовой ткани. Но как это красиво, как это уложить в холсте. Композиция простая, но отношения очень сложные и очень интересные. Посмотрите этот урок и сделайте что-то подобное. Присылайте мне на видеоразбор. 27-й урок. Натюрморт с коньяком.